Дача– это маленький мир, где люди спасаются от города, от его искусственно созданных проблем, шума и суеты. Тут каждый находит что-то для себя, для отдыха, расслабления и заряда энергии. Это остров спасения. Это история про то, как мы с папой решили привести в порядок место, которое называли беседкой. Это была конструкция из сборного контейнера, пол из деревянных поддонов и что-то сверху. Все это было собрано когда-то из того, что было. Что-то уже сгнило, а что-то проржавело. И мы без особого плана решили что-то с этим сделать. И начали, конечно, с очистки территории. Начали разбирать деревянные прогнившие конструкции и потихоньку придумывать, что мы будем делать дальше. Так, первый день разбора подошел к концу. Куча натасканных орехов, всякими мышами под этими полами было. Досок вот такая вот куча. Завтра возьму лобзик, приеду, распилю на досточки и в костер. Немного мусора и немного осталось поддонов. Все это убирается, кидаем брусы и стелим заново свежий пол. План действий начал рождаться во время работы. Для себя мы определили программу минимум. Это ровный пол, на который можно поставить стол и стулья. Это тень, для того, чтобы в жаркий день было комфортно там находиться. Ну и, естественно, освещение. Но мы тогда еще не могли представить, как далеко мы зайдем. Так, день второй. Лобзик, дрова, костер. Утилизируем весь мусор. Ну и в хозяйстве ничего не пропадет. Часть досок мы решили оставить для того, чтобы полить костер, а часть более трухлявых досок с гвоздями мы решили спалить, таким способом утилизировав. Так, ну что, день второй, площадка готова. Дрова решили не палить так долго, выкинули. И древесинка уже здесь. Брус, доска, все есть. Теперь выровняем поверхность, выставим брусы и будем делать платформу под беседочку. Так, промежуточный итог. Выставили уровень полностью и так в горизонтали. Завтра добавим брусков и будем зашивать. Продолжаю выставлять уровни. Еще одна балочка. Все выравниваю и начинаю сшивать. Досочки присверлены. Между ними зазорчик 8 мм. Обычная ламинатина. Вставляю как шаблончик и погнал для расширения. Вот так вот. Все, здесь лишнее то, что висит, отрежется потом лобзиком и будет отлично. Так, очередное включение.
Несколько дней приезжали на дачу сюда, ну, камеры с собой не было. Так и не заснял все моменты и нюансы. Из того, что, я думаю, вы не видели и я не показывал, это подварили заборчик весь по периметру, сделали его. То есть пол обработали и прожгли. Подсадили травку вокруг, где должна быть. Ну и все-таки решили закинуть электричество. Сделал розетку, включатель. Здесь потом наверху будет освещение. Ну и все покрасится в серый цвет. В принципе, будет органично. Вот эта сетка теневая мы снимем. Там сделаем виноградик. Ну и наверху тоже сняли перекладины, которые были. Вот так кинули брус по центру. И положим сверху тентовую крышу. В принципе, вот такие вот планы. То есть начиналось все как всегда. Решили переделать пол. А тут решили уже дальше встроиться в эту всю систему. Конструкция как бы была. И уже вроде пол сделал. Думаешь, да, сделаю еще и перила. Потом перила сделали. Думаю, да надо и покрасить. А потом, да ну блин, а как же без крыши? Давай крышу. Ну, в общем, все вот так вот в процессе и идет. То есть закинули розеточку, свет здесь будет. Все, в принципе, все классно. Мне нравится. Пол офигенный получился. Ровненький. Прям террасочка такая небольшая. И когда в комплексе, я думаю, это все будет вместе уже с крышей. И на следующий год я сделаю с люверсами теневые сеточки. Ну и надеюсь, виноград уже чем-то нам поможет. Затянет немного и будет больше тени. И можно будет по вечерам сидеть и кайфовать возле костра. Ну, в общем, как-то так. Пока постараюсь в следующий раз включиться, когда будем, я думаю, натягивать тент. Это, наверное, следующим этапом. Там еще нужно сделать небольшие лапки деревянные для того, чтобы тент не порвался, потому что вот эта металлическая конструкция, там сверху у нее такие острые углы, в принципе, и нужно будет придумать что-то такое, чтобы было мягенько. Ну, в общем, как-то так. Все в процессе. Все, давайте включусь, когда уже будем в следующий раз. Сейчас еду домой уже. И в следующий раз будем что-то выдумывать дальше. Приехал опять. Внеплановое включение. Раскинул тент. Натянул его нитками пока что, чтобы ветром не унесло его. Здесь у меня получилось, что металлоконструкция коротковата. И тент свисает, и приходится его крепить сюда к полу. Ну, в общем, принял решение сделать вот такие вот из балок подпорочки спереди. Вот так вот. И сейчас к ней закреплю тент. И тогда уже буду натягивать на ту сторону. В общем, беседочкой уже понемногу пользуемся. Стол переделается. Ну, в общем, в процессе. Сейчас буду натягивать тент к вот этой вот передней балке. Зафиксирую его. И тогда потяну назад, для того, чтобы был небольшой скатик. Там у нас балочка по центру, конек. И, собственно говоря, будет скат такой по 10 сантиметров в каждую сторону. Вот такие вот дела. Все, работаем. Итак, результатом сегодняшнего дня вот балочка, которую я спереди положил. Натянул тент как смог и, в общем-то, уложил виноград, который там плелся как-то там. Я его закрепил. Вот на вот такие вот крючочки повкручивал в балочку, поукладывал. Дальше, в принципе, он сам будет плестись. Повесил фонарь. Сейчас
подключу его туда на включатель, розетка где. И в принципе вот такой вот шатер вышел. Ну, мне уже нравится. Москитные сеточки, теневые сеточки эти уберутся, потом повесятся аккуратненькие на люверсах, ну и более затемняющие, потому что ближе к вечеру солнышко становится ниже, и, собственно говоря, в беседочке есть такое солнце. Ну, в принципе, уже не печет, но все равно сделаем. Вот такой вот результатик. Виноградик, все дела. Мне нравится. Пишем, что думаем в комментариях. Нашел вот такой кусок кабеля у себя в сарайчике. Тут 4 жилы, уже в гофру затянуто. Сейчас подкину сюда на включатель. Проведу вот так вверх и в принципе к фонарю туда. И будет свет такой беседочки. Так, ну что, погнал делать. Немножко позже подключусь, покажу, что да как вышло. Подключил освещение. Теперь есть фонарь на потолке. Светодиодный, влагозащищенный, ну, в принципе, под навесом это норм. Так, у нас балочки. Все, тент натянут. Вот так вот разложил виноградик на те крепления, в принципе, на крючки. И все, дальше он пойдет плестись сам. Стол переделаю ножки. Сделаю такие более основательные, потому что он уже косой, столешница в хорошем состоянии. То есть видно, что ее не берет ни время, ни вода, ничего. Она из вот такой вот какая-то фанера прессованная, клеенная, но очень надежно видно. Вот такие вот ножки сделал для стола из остатков бруса с беседочки. В общем-то, сейчас возьму ту столешницу и прикручу сюда. Там столешница хорошая, ножки, конечно, были печаль. Вот такие вот ножички. Там этот мусор подраскидать немного. И огонь. Собственно говоря, ребята, и результат. Потому как мы решили восстановить беседочку. Начиналось все с пола. Решили с батей его снести, потому что он был старый, трухлявый, на поддонах собран. И там идешь ногами, все проваливалось. В общем-то, начали разбирать. Думали, обойдется все просто там чуть-чуть подшаманим. И в принципе все будет good. Но видите, как видите, получилось то, что получилось. Ручки чешутся. И нам захотелось собрать вот такую вот платформу, пол с заделом на будущее, скажем так. И в принципе пришлось использовать то, что было, и подремонтировать, подвосстановить эту беседочку. Конструкция та, что была, осталась сверху металлическая. Мы не стали ее разбирать. В принципе, это сейчас не на часе. И в принципе можно поставить, если в будущем, можно поставить брусы на эту платформу и поднять здесь беседку из бруса. Вот как-то так. В следующем году или поздно осенью, когда листья уже опадут, я думаю, мы покрасим все в темно-серенький цвет такой, чтоб слилось с природой. Напомню, подварили мы перила, тут не было их частично, провели свет. Есть теперь свет, розеточка для улицы. Все с включателя. Натянули тент, провели тоже, повесили освещение, разложили виноградик. И в принципе вышло огонь. Теперь можно сидеть и созерцать за полянкой. Надеюсь, это видео кого-то смотивирует что-то сделать у себя на даче своими руками. Это недорого. Все в принципе вышло. Пол 2500 гривен где-то вышел. Тент 500 гривен. Ну и все, в принципе, все остальное было на даче. Ножки стола сделаны из остатков того, что было от пола. В принципе, красочка была, немножко подкрасили, подвосстановили.
И, в принципе, мне кажется, получилось огонь. Жду ваши реакции, комментарии, лайки. И если вам это будет интересно, то, в принципе, буду снимать все, что происходит на даче, как она меняется. Тут у нас полянка, там еще есть куда приложить руки. Здесь газончик до самого выезда. Тоже есть что поделать. Там дорожки, там заборчик. Ну, в общем-то, как-то так. Теневую сеточку в следующем году на люверсах повесим. Определенных размеров сделаем. Потому что это уже тут висело, я не знаю, много лет. Ее потрепало ветрами, подизмотало. Ну и в принципе она не сильно затеняет. И хотелось бы немножко поболее такую. Потому что летом солнце стоит здесь и печет. В том году пекло, в этом году не очень. В принципе, тент сейчас будет прикрывать немного. Уже стало как-то прохладней и уютней. По камину, в принципе, в следующем году, может быть, что-то с ним сделаем. Батя сварил тут такую дровницу. Ну, в принципе, ок. Мы ее потом немножко подразберем, покрасим. И, может быть, даже крышу сделаем, чтобы не мокло. Ну, в общем, как-то так. Мне, в принципе, нравится. Приходишь, садишься, каминчик, полянка, созерцаешь. И, в общем, кайфуешь на даче. Да, там есть еще у нас летний душ. Есть куда ручки приложить. Ну и, в общем, много нюансов. Если вам интересно, то буду снимать и показывать, что да как происходит на даче. Все, друзья. Пишем, подписываемся. В общем, реагируем. И я пойму, что вам нравится. Все, будем на связи. Всем пока. До новых встреч.